Всем привет и добро пожаловать! Новый год близко, и сегодня у нас вкусный праздничный выпуск. Будет очень много душевного общения, новогодних пожеланий, ну и, конечно же, вкусная еда. Поехали! На улице мороз, новогоднее настроение. Мы пришли в корейский ресторан, чтобы отведать культовое корейское барбекю. Прямо сейчас за этим столом я буду жарить мясо. Давайте насладимся процессом приготовления. Мы заказали много всего, все-таки Новый год, и начнем мы с мяса говядины. Маринад нам не раскрыли, но сказали, что туда добавляют ананас для того, чтобы мясо было посвежее. Я возьму один кусочек и прям сразу его переложу на гриль. О, вот это шипение, это красота и сразу, конечно же, настроение. Давайте я еще возьму шампиньончик. Тут внутри сыр сулугуни. Ну, тоже интересно это попробовать. Нам сказали, что его лучше класть с края, чтобы она медленно так томилась и потихонечку разогревалась. Тут у нас овощи, свежий лук, перец, шампиньоны, ну и цукини. Заправлено все каким-то маслом со специями. Давайте возьмем каждого по одному. Хопа. К нам приходит праздник. Вообще я очень люблю жарить мясо в корейском барбекю. Приходишь сюда, погружаешься в процесс приготовления, весь фокус на гриле. Ну и, соответственно, забываешь о суете, о делах на работе. Такая некая терапевтическая сессия, которая позволяет абстрагироваться от повседневных дел. Я чувствую, мясо уже близится к тому, чтобы мы его начали пробовать. Что-то есть вот в этом звуке шипящем, он тоже успокаивает. Некий медитативный эффект, который позитивно влияет на ваше психоэмоциональное состояние, что, наверное, важно, особенно в канун Нового года, когда подводишь итоги, когда ставишь цели, планы на будущий год. Мы прям угадали с местом. Я надеюсь, что вы через камеру ощущаете это настроение, этот вайб. Ох, оно уже поджаристое, конечно, чувствуется аромат. Классно. Представляете, пришел в ресторан, хотел покушать, а меня тут заставили готовить еду, и я этому рад. Начинаем немножечко мяса нарезать. Мы это делаем, как делают корейцы. Они тоже используют простые ножницы для того, чтобы нарезать мясо и готовить его к потреблению. Посмотрите на этот шампиньончик. Он прям уже готов оказаться там, где ему место. Первый пошел. Отличный разогревчик. Ну что ж, мясо готово. Начинаем ее красиво выкладывать. Цукини. А сейчас я вам покажу, как это нужно кушать. Мы берем листочек салата, кладем сюда мясо. Я положу немного лучка с гриля. Ну, вот этот вот перчик тоже хочется положить. Окей, пойдем дальше. Теперь кладу кимчи. У меня есть отдельный выпуск, где я подробно объяснил. Если вкратце, это ферментированная кисло-острая капуста пекинская. Добавим теперь лука и джусая. Так, теперь обязательно ломтик чеснока. И нужно помазать все это вот этим вот соусом. Соус называется санджан. Это бобово-перцовая корейская паста. Ее продают, кстати, в магазинах. Тоже можете купить. Это уже не прям какой-то эксклюзив. У нас получилась вот такая вот лодочка. Я ее аккуратненько так сворачиваю. И вот таким образом ее надо кушать. Поехали! Без лишних слов, это нужно обязательно пробовать. Это мясо с барбекю, только что пожаренное, ну просто космос. Ну и, конечно, разбавив это со всеми банчангами, с разными салатами. Прям, знаете,
За окном зима, а в душе лето, потому что свежие продукты. Этот шампиньончик так странно на меня смотрит, как будто бы хочет, чтобы я его съел. Окей? Никаких вопросов. Цукини из гриля, по-нашему это кабачок. Сюда я положу мясо, соберу какой-нибудь новенький сет, немного лучка. И знаете что? Очень интересно попробовать белый кимчи, какой он будет на вкус. Давайте его положим сюда. Ага, это что-то новенькое. Есть ощущение, что это мясо будет вкусно абсолютно совсем. Белое кимчи менее остренькое, но интересно, кисленько, вкусно. Я собрал еще одну лодочку с говяжьим барбекю и хочу поднять градус нашего новогоднего настроения. За тебя. Спасибо, что смотришь мои видео, ставишь лайки и жмешь на колокольчики. С Новым годом! Невероятно вкусно, настроение повышается. Сегодня я пью корейскую водку, называется соджу, всего 17 градусов, очень мягко пьется, можно даже не закусывать. И корейцы вообще не представляют свое застолье без этой водочки. Ох, ребята, пока все нравится, пока все идет. Ну что ж, продолжим. Далее у нас свежие бараньи ребрышки. Ну и принесли еще какую-то приправу, которую они тут готовят. Тоже что-то такое фирменное, эксклюзивное. О-хо-хо. Праздник продолжается. Баранье ребрышко будет готовиться дольше. Но это означает, что мы еще больше времени проведем с вами в предвкушении, в ожидании. Знаете, в этом что-то есть. Пока мясо готовится, ты в очередной раз разогреваешь свой аппетит, предвкушаешь результат. И просто в этот холодный зимний день греешься у костра. Вообще в жизни мне повезло прожить целый месяц в Сеуле. И знаете, оттуда у меня и любовь к корейской еде. Я помню, как-то меня друзья в Сеуле позвали в воскресенье на обед. И представляете, мы 5 часов, даже, по-моему, 6 часов, очень долго, чуть ли не целый день сидели, играли в настольные игры и бесконечно жарили мясо. Наверное, это одно из самых лучших моих гастрономических воспоминаний. Ну и я очень рад, что у меня даже, будучи не в Корее, есть возможность наслаждаться корейской едой. Ну и давайте выпьем за друзей. Друзья дарят нам очень хорошие, яркие воспоминания. И, наверное, ради вот таких вот воспоминаний и стоит жить. За вас, мои дорогие друзья. Водочка настолько мягкая, что можно даже не закусывать. Но в этом и заключается ее опасность, потому что в какой-то момент она подкрадется и шарахнет в вас топором. Давайте, пока жарится мясо, я попробую маринованный стручок чеснока. Классно. Будто бы его мариновали, знаете, вот с теми солеными огурцами, которые мы кушаем на Новый год. Вот как будто бы этот стручок лежал в баночке где-то рядом. Очень вкусно. Как закуска, вообще кайф. Баранина почти готова. Совсем немножечко, еще буквально 5-10 минут пожарим ее и будем дегустировать. Это не работа, это отдых. Сегодня я отдыхаю. Проникайтесь моим настроением сегодня, как это все очень плавно, очень медленно, очень размеренно. Потихонечку мы празднуем, провожаем Старый год, предвкушаем Новый год. Надеемся,
на светлое будущее, на новые яркие впечатления в новом году. Да и просто заряжаемся позитивом. Не думаем ни о чем плохом. Классно, классно. Мне сегодня прям очень нравится. У меня сегодня своего рода фудблогерский корпоратив с алкоголем, с мясом, с вкусной едой, с этой шапочкой. Ну и, конечно же, вы тоже как главный участник этого новогоднего стола. Наше мясо уже готово. Давайте возьму один кусочек. Вау, посмотрите, как он шкварчит. Только из гриля и прямо сейчас, с пылу с жару. Давайте его подготовим. Накромсаем на мелкие кусочки. Жирка тоже захватим. Ну и чтобы у нас гриль не стоял без дела, перед тем, как мы перейдем к баранине, я предлагаю закинуть этот кусок сюда. Вау! Чувствуете звук? Это звук бесконечности. Ну и по доброй традиции берем листочек салата и сейчас вместе с вами будем строить лодочку. Свежее мясо кладем сюда. Давайте кусочек жира, не страшно, мы в Азии к жиру привыкли. Наверное, красного перчика сюда добавлю. Немного совсем лучка, потому что мне хочется добавить свежего лука с джусаем. Он контрастирует, знаете, наподобие шашлыка. Когда шашлык кушаешь с мясом и с луком свежим, это тоже круто. Обязательно кладем свежий чесночок. Я положу 2, потому что Новый год. Обязательно кимчи. Ну, здесь на любителя я обычно кладу много. Ну, ладно. Вот так вот. Нам принесли эту приправу и сказали, что баранину нужно макать в нее. Я забыл это сделать. Но давайте немного поступим костыльными методами. Я просто сюда немножечко ее посыплю. О-хо-хо. С Новым годом! Я хочу плакать от этого вкуса. Невероятно вкусно. Своя особенность. У баранины есть. В каком-то смысле она вкуснее. Это просто гастрономический экстаз. Ну а теперь у меня для вас новогодний подарок. Эксклюзив для моих подписчиков. Сейчас я вам покажу трушный метод того, как нужно кушать корейское барбекю. Слабонервным не повторять. Принцип довольно-таки простой. Только вместо салата используется свежий лук. Я взял вот такую вот лодочку, сюда кладу мясо, сюда кладу кусочек жира и остальной принцип тот же самый. Давайте накинем сюда листочек красного кимчи, листочек белого кимчи. Опа, есть. Обязательно берем чесночок и не забываем про эту пасту. Санджана прям можно, примерно, я думаю, столько хватит. Эта лодочка вам подарит очень яркие впечатления. И вообще, своим зрителям я желаю ярких впечатлений в новом году. За это мы и выпьем. Корейцы знают толк в барбекю. Я вам советую не бояться экспериментировать. Эта лодочка со свежим луком зашла просто на ура. Ну а теперь вас ждет главное корейское блюдо. Поехали! Самгупсаль – самый популярный вид корейского барбекю. И сейчас давайте вместе с вами его пожарим. Нам заменили поверхность или сковороду, как ее еще по-другому называют. Пока мы жарили баранину, баранина обычно жарится дольше, мы с Кириллом, Кирилл это оператор, который сидит сейчас по ту сторону камеры, и мы так душевно с ним пообщались, обсудили какие-то дела, параллельно там поговорили о жизни, по жизни.
В общем, в этом мне и нравится история с барбекю, что вы вместе увлечены каким-то делом. То есть вы не просто ожидаете, когда вам принесут еду, а вы как бы сами в процессе и параллельно просто душевно общаетесь. Мне кажется, это очень дорогого стоит, и это как бы такой важный элемент барбекю. Это такая некая фишка корейского барбекю. И поэтому, да, может показаться, что это дорого и так далее, но мне кажется, ничего дороже человеческого общения нету. И особенно в канун Нового года, когда ты проводишь время с родными, с близкими, с друзьями, это, наверное, это важно. Настроение просто невероятное. У нас сегодня с Кириллом такой мини-корпоратив. Мы отсняли большое количество видео, то есть, и благодаря Кириллу в том числе этот блог стал возможным. Прям очень нравится. Надеюсь, вы тоже получаете удовольствие от этого невероятного звука, от шума огня, от этой, в конце концов, теплой атмосферы, да? Она теплая во всех смыслах. И в плане общения, и в плане алкоголя, который во мне танцует сейчас, и в плане вот этого вот костра, на котором мы готовим это мясо. Просто радость, просто сказка, восторг невероятный. Потихонечку начнем закидывать наши дополнительные плюшки, которые мы тоже заказали. Все, что есть, давайте украсим этот гриль всем тем, что у нас есть. Самгупсаль почти готов. На финале его нужно нарезать. Аромат, конечно, бешеный. Просто запах праздника. Следующий шаг заключается в том, что мы ищем те кусочки, которые уже хорошо прожарены, их потихонечку начинаем вытаскивать из гриля и дожаривать остальные кусочки. Видите, что уже визуально видно, что мы на финишной прямой. Какие-то кусочки у нас хорошо прожарились. Начинаем потихонечку их отсюда перекладывать к себе. Мне кажется, это тот самый случай, когда аромат через камеру даже доступен, потому что когда смотришь на все это дело, мозг наверняка воспроизводит, воспоминания о жареном мясе. Все это дело прям хорошо прожарено. В принципе, все кусочки готовы. Здесь вот чуть-чуть надо подождать, но пока можно вытащить цукини, вот этот вот шампиньончик с сыром. Кстати, помните, у меня был грузинский выпуск, там мы кушали грибы-шампиньоны с сыром сулугуни. Обязательно посмотрите. Всем очень понравился этот выпуск, много отзывов получил. Все готово, отлично. Последние штрихи выглядят шикарно. Давайте начнем пробовать. Принцип тот же самый. Мы сейчас с вами соберем нашу уникальную лодочку. Я положу себе 2 кусочка мяса. Отсюда я возьму обязательно этот красный перчик. Он смотрит на меня прям так подозрительно и говорит: дружище, ну что там, кушать будем? Конечно будем. Идем дальше. Красное кимчи есть. Лучок с джусаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая красота. Обязательно возьмем себе немножечко чесночка и санджана. Иногда зимой скучаешь по лету, но здесь столько свежих овощей. Ну ладно, вот он наш красивенький, прекрасненький, чарующий, манящий. Будем пробовать. Поехали. Собрал то же самое с луком. Ну и давай, лодочка, плыви, поехали. О-хо-хо, ядро на пассатижа. В общем, корейцы, спасибо вам большое, что явили на свет
за этот замечательный Song of Sun. Благодарю. Да, Ром. Окей. Понял. Абрамович звонил, говорит, закажи креветки. Ну что ж поделать. Заказал. Давайте, будем их пробовать. Праздник продолжается. На самом деле, я никогда не ел креветки на гриле. Это мой первый опыт. Но я подумал, почему бы не сделать себе подарок. Все-таки блог про впечатления. Ну, стараюсь чаще пробовать то, что не пробовал никогда. Я думаю, что так будет правильнее. 100 лет не ел креветки. Отличный шанс разбавить наши праздничные будни. Какой-то здесь другой процесс приготовления. Сказали, что они очень быстро готовятся и их нужно смазывать. Поэтому я их быстренько сейчас все переверну. И я должен все это смазать вот этим сливочным маслом. Так мне сказали. Окей. Сделаем. Вроде получается не так уж и сложно. Хорошо. Рома меня не подвел. Блин, сукин сын знает толк в деле. Это не то было. Да, Рома, прости. Я не это имел в виду. Хорошо, так. Очень быстро готовится. Буквально 1,5 минуты. И переворачиваешь, и они уже розовенькие. Вот эти 3, кажется, точно готовы. Остальные переворачиваем. Как понять, готовы или нет? Они должны скрючиться. Вот эти вот прям очень сильно скрючились. О, как пахнут. Сейчас бы еще пивко. Так, нам еще сказали, надо ее посолить, поперчить прям во время приготовления. Сделаю как могу. Я не мастер. Сори, первый раз. Конечно, Рома меня жутко подставил. И вот нам тоже принесли перчик. Окей. Чувствую себя каким-то паназиатским шеф-поваром. Кажется, это первый раз вообще, когда я креветки готовлю. Здесь сейчас я их переверну и проделаю то же самое. Мы уже превращаемся в какой-то кулинарный блог. Рома, тебе привет еще раз. Вот так вот. Которые ближе ко мне, они, по-моему, уже готовы. Так, здесь окей, здесь еще жарятся. Их берем сюда. Кайф. Ну все готово. Пока я буду пробовать креветки, пусть у нас жарится еще один кусочек говядины. Ну что ж, она горяченькая. Давайте первую попробуем просто так. Попробую ее почистить. Ой, нет. Это будет, конечно, сложновато. Прям очень... Она горячая, поэтому мне не сразу это дается легко. Наверное, для самых ленивых креветка это не та опция, за которой стоит сюда идти, потому что кому-то не нравится вот так вот заморачивать и ее расчищать. Я сейчас в процессе только чистки одной креветки, а у меня их еще вон сколько. Но, конечно, Рома сегодня зажигает. Говядина быстрее пожарится, чем мы это съедим. Почистила одну креветку. Давайте попробую просто так. Шеф-повар не засолил, чуть-чуть. В остальном кайф. Очень вкусно. Процесс приготовления не останавливается. Мясо продолжает жариться. А мы еще продолжаем историю с креветками. Я беру следующую и тоже начинаю ее чистить. Здесь не подают мандаринов, поэтому креветка отличная замена. Тоже надо заморочиться, ее немного так почистить перед тем, как покушать. Ну и по цвету вполне себе напоминает. Наверное, и в плане витаминов здесь тоже очень хорошо, потому что морепродукты это всегда полезно. Вроде бы все. Собрал себе классический сет, только вместо мяса здесь креветка. Все остальное то же самое. И попробуем так. У креветки, конечно, очень нежное мясо. Ощущается гораздо легче. Практически не надо его жевать. Креветка и листочек кимчи. Креветка, но на гриле вот с этим привкусом огонька, конечно, гораздо веселее. Хочется брать креветку и сдирать с нее шкуру. Получаешь от этого тоже процесс какой-то странный. Это как грызть семечки, как щелкать орехи, наверное. Какая-то медитация в этом тоже есть, безусловно.
Ну и в конце ты понимаешь, что тебя ожидает приятный морской вкус. Ну и под конец, после плотного мяса, креветки очень легко залетают. Не насыщаешься, а просто получаешь удовольствие от того, что ты что-то жуешь полезное и вкусное. После столько съеденного мяса креветки залетают на ура. То есть очень понравилось, очень такая неплотная еда. И, конечно, обязательно рекомендую попробовать, где еще вы можете покушать креветки на гриле. Пробуем. И она так не зажгется, Кирилл. Она мертвая, у тебя нет другой? Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что разделили со мной этот праздник. Я желаю вам всего самого лучшего в новом году. И я уверен, что все у вас будет хорошо. До новых встреч!